Здорово всем, с вами Тортик. В этом видео разберем чернокнижника, класс, который завязан на проклятиях. Билд в целом мне понравился, персонаж быстрый, есть урон, выживаемость, а главное сборка более чем доступна. Основной скилл в билде хтоническая расщелина. Коротко расскажу, если кто не знаком с чернокнижником. Хтоническая расщелина — это чары, проклятие, которое создает некий разлом в земле, из которого прудухи наносят урон. По пассивкам первым делом берем на двоечку проклятые воды, зловейший прилив и крученые волны. Последние две пассивки по сути будут разгонять наш основной урон. Далее берем стигийский поток на 5 и уже после из мрака и пламени и беспорядочные разрывы. Здесь важно учесть, данные пассивки очень сильно увеличивают затраты маны, поэтому если у вас нет в районе 18 и больше восстановления маны, то не спешите брать эти пассивки. Следующий скилл трансплантат — это навык перемещения, который дает нам костяную броню, временно увеличивает скорость бега и, что важнее, светлая кровь восстанавливает ману. Именно поэтому первой пассивкой берем светлую кровь. Далее скилл отголоски бездны отлично заходит в данный билд, увеличивает урон основного скилла, дает офигенную выживаемость и скорость бега. Выглядит это так: зажимаю скилл, купол генерируется, это из-за идолов, по ним расскажу чуть позже. Также увеличивается броня, уклонение, урон и скорость бега. Но это все стоит маны, и поэтому мана реген обязательно. В идеале я хотел бы видеть 30-ку маны регена, но тут извечная дилемма между уроном и комфортом. По пассивкам вначале беру дух страха, позволит нам в принципе двигаться во время использования скилла. Затем беру призрачную угрозу на 5 и всплеск судьбы. После этого немощь смертных и высокомерие. По факту из активных скиллов все, получается трехкнопочный билд. Хаотические стрелы и жатва кастуются сами по себе. В пассивах стрел я беру жнец хаоса, именно данная пассивка позволяет прокать жатву автоматически, 1% за каждую ловкость. После беру еще один недуг, чтобы костяное проклятие также кастовало само по себе. Оставшиеся пассивки можно брать в любой очередности. В жатву вначале берите осколки духа, если с маной все не очень, потом зеркальная душа. По экипировке. В этот билд идеально заходит уникальный шлем костяной барбют. Также мне посчастливилось найти уникальные ботинки кровь изгнанника с двумя потенциалом, которые удачно превратились в легендарку нужными мне аффиксами. До этого у меня были обычные экзалтед боты с некротическим резистом, скоростью бега, интой или дексой, тоже вполне себе хороший вариант. На предметах мы ищем как можно больше некротического сопротивления, инту, дексу, мана-реген, урон чарами, все виды некротического урона, порог разрушения купола, на броне частота духов для хтонической расщелины и плюс уровень скилла. Самое главное, выбирайте предметы по базе. Идол у меня 3 трехслотовых идола на некротическое сопротивление и поддержание купола с отголоска бездны. Тут перевод хромает, скилл называется отголоски бездны, а в идолах написано призрачное пламя, но это один и тот же скилл. Еще у меня один идол на урон чарами для проклятий, остальные двоечки с некротическим сопротивлением. Пассивные навыки 20 поинтов в Акалите, 11 в мече, остальные у чернокнижника. В описании под видео будет две ссылки билда на двух разных ресурсах, где можно посмотреть очередность, как разбросать пассивные навыки, какие предметы в билде и прочее. На этом все, благодарю за просмотр, не забудьте подписаться, поставить некротический лайкосик. Всем удачи, всем пока.